innumerable, all these innumerable entities which you can put in drishya. И таким образом все вот эти бесчисленные сущности, которые всех можно объединить, объекты, которые все можно объединить в дрисью. That is what is called that is what we know as, you say, what I have. Это то, что мы называем то, что у меня есть, то, чем я владею. And this is what I say, what I am. А вот это то, кто я есть. Drashta is I am. Драшта это я есть. And drishya is I have. А это то, что я имею. So what I have are so many. И таким образом то, что я имею, этого такое большое количество. And what I am is only one. А то, что я есть, это только одно. We know this, but we do not notice this. Мы это знаем, но мы этого не замечаем. So this aspect, what I am, is called Ishvara. А вот это то, что я есть, называется Ишвара. Ишвара. Ishvara means the light, the indweller. It means the light. The light, inner light, the indweller. Ишвара означает внутренний свет. He is only known only by the word I am. И этот внутренний свет известен только под названием «Я есть». That is what the Lord says. This Ishvara, he exists as the center of consciousness in all the beings. В книге сказано, что Ишвара – это центр сознания всех существ. From the atom to the solar system. Начиная от атома до солнечной системы, всего сущего. It's a monad. Ага, это также называется монадой. This is the eternal. This is eternal. That is eternal. Это вечно. So did you say it's the what kind of center? The center of consciousness. Это центр сознания. This is the cosmic consciousness. That is cosmic consciousness. And the other is the cosmic nature. This is cosmic consciousness, what you call I am. And what I have is the cosmic nature. То, что я имею, это космическая природа. А то, что я есть, это космическое сознание. So I am is the Lord, and the other around him is his nature. То, что я есть, это сам Господь, а то, что вокруг него, это его природа. This is the cosmic playboy plays with nature. Космический плейбой играет с природой. It's a game. It's a game. Это игра. Играющий мальчик. Наверное, не плейбой. So the essence of practice of yoga is The what? the essence of the practice of yoga. Сущность практики йоги заключается в To surrender what I have to what I am. положить то, что я имею, к ногам того, что я есть. Нет, surrender – это сдаваться. Самоотдача, подчинение, да? Да, подчинить. Хорошее слово. Подчинить. Самоотдаться. Подчинить. Именно подчинить. Это правильно. Хорошо. So surrender means, Что такое surrender? because many in the beginning we feel when you say you have to surrender, then we say, because we feel as if we are losing something. Когда мы говорим о вот этой вот сдаче, подчинении, когда у нас сразу возникает страх, что мы чего-то теряем, что в чем-то мы становимся обделенными.
it is true that we have to lose all these layers that cover the I am in us. Это правда, потому что нам придется расстаться со всеми теми оболочками, слоями, которые окружают «Я есть в нас». By free will, yes. Да, причем сделать это по собственному свободному желанию. So that is what is explained, a total surrender of what I have to I am. И таким образом здесь происходит полное подчинение того, что я имею, тому, что я есть. That is what is explained by Patanjali as Ishvara Pranidhana. И это назвал Патанджали Ишвара Pranidhana. Пранидхана. That means a total surrender to the Lord consciousness. Это значит полное подчинение сознанию, божественному сознанию. In fact, we do not lose anything, we gain. И в таком случае мы ничего не теряем, а наоборот, мы приобретаем. But since we are not habituated, therefore we are afraid when we listen, when somebody says you have to surrender, surrender. Но мы боимся, когда нам говорят это. Поначалу мы боимся делать. Because that is only one light. The inner light, what we call I am, is the only one light. Потому что внутренний свет, свет «Я есть», это единственный свет. And when you can get stabilized И когда вы можете стабилизироваться by such practice, такой практикой, then you live and you transact from that level of consciousness, from your inner consciousness. и тогда вы сможете излучать из своего внутреннего сознания, Then all your transaction is called action. то, что будет Every действием. transaction is an action but not reaction. What is transaction? Transaction. Любое взаимодействие станет действием, а не реакцией. Transactions with people. Ага. И любое взаимодействие станет действием, а не реакцией. Совершенно справедливо. Because there are two things. One is action, one is reaction. When you get this suspended of this activity, when you stand as the inner light, then it is action. И когда вы можете остановить вот эту активность ума и сможете действовать из своего внутреннего света, то любое ваше действие действительно становится действием. Любое ваше взаимодействие и действие становится действием, So a person не реакцией. who became a yogi and who became stabilized, that doesn't mean that he stops all his activity on the mundane plane. И совсем не обязательно, что не значит, это совсем не значит, что человек, который обрел вот этот внутренний свет, перестает взаимодействовать с окружающим. He'll be in a better manner than before, Он будет еще лучше, чем он был more efficient. взаимодействие с окружающим, чем он умудрялся сделать это до того. Он станет более эффективным. So he acts but never reacts. Он всегда действует, но никогда не реагирует. When you are dwelling in the negative pole, just how I explained to you in the morning, when you are dwelling in the negative pole, your mind and senses, then all is reactions, no action. Когда вы постоянно пребываете там, где существует отрицательный полюс, все ваши действия, они превращаются наоборот, не в действие, а в реакции. The reaction, every reaction binds you. И вот эти реакции, они вас закрепощают, они вас как бы связывают. But action liberates you. А действие ваше освобождает.
Yes, I could give a very interesting example. Yeah. Могу привести пример. If you work in spiritual group work Если вы работаете в духовной группе и занимаетесь духовной групповой работой, and you have a certain task, и у вас есть какая-то определенная задача, and suddenly somebody comes когда внезапно кто-то приходит, and they can do still better this what you are doing now. и они могут делать лучше то, что вы теперь делаете, And this person is sent to replace you. и этого человека послали, чтобы заменить вас. If you react as a person Если вы реагируете на это как человек, because you want to keep this position, потому что вы хотите оставаться на этой then you должности, lose. тогда вы теряете. But if you understand Но если вы понимаете, that you have to give this because there is something much more essential waiting for you, что вам нужно уступить это место, потому что вас самого ждет что-то гораздо более сущностное, then you give with joy to this fellow, то вы отдаете это свое место с радостью. give him all your experience, Вы передаете ему весь свой опыт. and then a new door, a new task comes to you. И тогда перед вами открываются новые двери и встают новые задачи. I experienced this also already 3 times, Я 3 раза в жизни это уже испытал. and it works very well. И это очень хорошо работает. And I am ready to change once again if it is necessary. И я готов, и если нужно, я опять готов меняться. So have no fear, because if you are, this is a process of liberation and gives you a larger circle of responsibility in spiritual work. Это как раз и есть процесс освобождения, который дает вам все большие возможности для духовной работы. In my last experience, what I had, I was working in the so-called World Service Intergroup Movement. World Service Intergroup Movement. Последнее, что я делала, я работала в мировой службе межгруппового движения. В группе мировых служителей. В группе мировых служителей. So, В группе мировых служителей. so some people in this group, they were not interested to continue the work with me because I had new ideas. Некоторые члены группы не были заинтересованы в том, чтобы продолжать со мной работу, потому что у меня были новые идеи. And then they asked me to go out of this responsibility. И меня попросили покинуть свой пост, And yes, I did this. и я это сделала. And then a new task opened for me in the United Nations. И тогда передо мной открылись новые возможности, и задачи стали передо мной в Организации Объединенных Наций. I was elected as one of the first presidents in the new committee on spirituality, values and global concern. И я был избран на... What was your new function? The president. Я был президентом нового вновь созданного комитета по духовности, духовным ценностям и spiritual values and Spiritual values and global concern. и глобального соглашения. And I did this with a co-presidency with an American lady. И моим ко-президентом была американская дама. So she also was dropping out of another group. Она тоже была, так сказать, ее попросили покинуть какую-то другую группу. And we both started this new work. И мы вместе начали эту новую работу. So we have to play the game. Так что нам нужно играть Not to have fear. в эту игру и не испытывать никакого страха. And in the professions, if you are in the professions out in the business world, it's very similar. И когда вы занимаетесь какими-то профессиями в мире бизнеса, там все примерно так же происходит. So don't have fear. Не имейте страха, будьте бесстрашны. Fear is the result of ignorance and attachment. Страх – это результат невежества и привязанности.
there is the influence, there is the attachment, the more you are afraid of losing. Чем больше привязка, тем больше человек боится потерять то, что, к чему он привязан. Including your body. И это же относится к собственному телу. Because all the belongings, what we say, this belongs to me, this belongs to me, all the belongings, they are placed here, drishya, what I have. Потому что все, что мы имеем, все это дрисия, это то, что у меня есть. So you must be an observer, drashta. Вы должны быть наблюдателем, вернее, воспринимателем, драстой. But this needs repetition, again and again you have to apply, repeated application. Но это требует повторного применения, постоянного применения. That means you have to put the known factors into application. Вы, Wow, you have to put the known factors вы into должны, application. да, все, что вы узнали, известные вам факты, нужно постоянно применять на практике, практиковать. That is what in the following explanation he explains that this suspension of the activity of mind and senses can happen only by applying two implements. И вот эта остановка низшего разума возможна только при условии употребления двух факторов. Because it cannot happen just overnight, because you are not habituated. Это не может просто так произойти, потому что мы к этому не привыкли. Не может произойти в одночасье. So this chitta vritti nirodha, the suspension of the behavior of mind and senses, Итак, читта вротта – это остановка низшего ума. chitta vritti nirodha, is what the three components. Читта, вритти и ниротта. So chitta, as we have seen, the mind substance, what we call this morning. So this mind and senses together, chitta, and their Chitta. behavior is vritti. Читта – это ум и чувство, вритти – это действие, And nirodha is suspension, а нирода – это остановка. And- Вритти – это активность, а нирода – это остановка. and this can be made possible when you apply. There are two instruments for this. И для этого это становится возможным, когда для этого употребляют два инструмента, используют два инструмента. One is called abhyasa, Один называется абхаса, repeated application. повторное применение. And there is second instrument called vairagya. Второй называется вайрадья, повторное применение или практика. Это первое. That is non-attachment. А второе это вайрагья. How do you pronounce this, the other one? Vairagya, Вайрагья. non-attachment. Непривязанность. So abhyasa is a very strong trait which is there in the creation. Абхаса это очень It's a сильный, principle. очень сильный принцип творения, Which you cannot eliminate. который невозможно устранить. The only thing is you must know the art of using it as an instrument. Единственное, что надо очень хорошо владеть искусством использования его как инструмента. For example, Например,
if you give a little drop of, put a drop of coffee to a child who never tasted coffee, Например, если вы дадите маленькую капельку кофе ребенку, который никогда не пробовал кофе, you can see what will be the expression of the child. вы можете себе представить, каково будет выражение его лица. First reaction, И быстрая реакция. or not even a child, even a grown-up person who never tasted coffee. Да, и не надо даже, чтобы это был ребенок, это может быть и взрослый, который никогда не пробовал So кофе. if you offer coffee, then it will be a terrible expression. То его лицо будет иметь ужасное выражение. First time. Первый раз. And then next day again you offer some coffee. Если на следующий день вы ему предложите кофе, So the next day it is a little bit less intense. это будет немножечко менее интенсивно, реакция будет. And again third day, fourth day, and after 1 week, then it became a habit to him. И так вы будете давать ему кофе каждый день, и, скажем, через неделю употребление кофе уже станет для него привычкой, войдет для него в привычку. Да? Same with smoking. Yes, with То же everything. With everything. Курение. А из привычки станет зависимостью. То же самое с курением. So it became his habit because of abhyasa. И это становится, habit это именно привычка, именно из-за абхязы. But this abhyasa, because I told you this abhyasa is the principle working in nature. Without abhyasa, for example, you have no inhalation and exhalation, because from the moment you are born, your lungs are subjected to abhyasa. That is why they started inhaling and exhaling. Но это абсолютно вездесущий принцип природы и творения. Скажем, даже если взять легкие, человек рождается, и с момента его появления на этом свете и до самого конца легкие только и делают, что расправляются и наоборот сжимаются. And your heart, every moment your heart is working, pumping out and pumping in because of this abhyasa. И сердце делает то же самое. Оно все время... The lymphatic system also. Yes, Yes, everything. every system in the body. Every system. Yes. And also in the nature, because of the abhyasa, you have a cyclic repetition of the seasons. И абхяза это повторение сезонов. Все в природе подвержено этому принципу. So it is an eternal principle, Это вечный принцип, without which there is no creation. без которого не может быть никакого творения. So we have to use the same thing to practice this. И нам нужно обязательно практиковать его. Должны использовать то же самое для того, чтобы приобрести хорошее. So the suspension of the activity of mind and senses, you have to put into application again and again and again until it becomes a habit to you. И так вот, остановку низшего ума нужно постоянно практиковать для того, чтобы она превратилась у вас в привычку. Then your mind and senses can obey you properly. И тогда ум и чувства смогут подчиняться вам должным образом. Language study. Yes. Да, то же самое, как изучение языка. So by applying abhyasa, what you are doing is you are implanting a better habit, replacing the older habit. Применяя абхьясу, что вы делаете? Это вы заменяете старую привычку на какую-то новую привычку. When you know something is good, then you have to put abhyasa so that you can replace the old habit. Когда вы знаете, что что-то хорошее пришло к вам, вы применяете абхьязу, чтобы это хорошее сделать своей новой привычкой.
So that is what is meant by applying this instrument of abhyasa in the practice of yoga. Вот именно это и обозначает применение принципа абхьязы в практике йоги. When you want to be stabilized as the perceiver, as the observer, as yourself, Когда вы хотите стабилизироваться или установиться в качестве именно самонаблюдателя, then repeatedly you have to do the effort. тогда вам нужно постоянно делать вот это усилие. That is abhyasa. И это и есть абхьяза. So even if you know, if you won't put the effort repeatedly, then it cannot happen. И даже если вы знаете, что вы не можете применить вот это усилие, применять это усилие постоянно, ничего не произойдет. Нет, не так. Даже если вы знаете, но не применяете его постоянно, ничего не произойдет. Знать можно сколько Да. Знать мало. применение не настолько, ничего не произойдет. Suppose if you say that it is very good in the morning, you have to do the meditation at 6 o'clock and that will be very good, and then I came for the first time, then I say yes, it is very good now. The first day I come and I will be ready by 6 o'clock and I do it, and second day I do it, and after going home the next day in the morning it knocks at my door, say now you have to do it, then I say oh, but today it is okay. So then you are breaking the abhyasa. И вот, например, скажем, мне сказали, что медитацию в 6 часов делать очень полезно и очень хорошо. И вот я с готовностью иду на медитацию, и я ее делаю в первый день, потом я делаю на второй день, потом на третий день мне стучат в дверь и говорят, пора вставать на медитацию. Ну, а я себе думаю, ну, я уже 2 дня побыл на медитации, это, в общем, When we окей. Сегодня можно и when we пропустить. come next year back here, А? when we come next year back Да. И here, вот- we will ask the question, how was the continuation of the morning meditation? Да. Когда на будущий год мы сюда приедем опять с семинаром, мы непременно спросим у всех, как продвигались ваши медитации. You know, there is nobody who will question me, but it is yourself. Yeah, yeah. Но, скажем, мне такой вопрос никто не задаст, кроме моего внутреннего я, меня самого. But the funny thing is, my mind says, oh, it is okay, for one day you can leave. И самое смешное, что мой ум-то мне все время говорит, что ну ничего, один-то день можно всяко пропустить. So when you let it one day, the next day will be impossible. И как только вы уступите ему хотя бы на один денечек, то на следующий день уже все станет невозможно. Because you have not used this instrument of abhyasa. Потому что вы не используете инструмент абхьязы. So like this, in our life, everything what we can know which is good, immediately you start applying abhyasa. Repeat, repeat, repeat. И вот надо непременно применять этот принцип в жизни. Что-то хорошее, значит, нужно повторять, повторять, повторять. When so many useless and bad things are so strong in getting habituated, then if you apply this in good things, it will be much more stronger. Смотрите, при том, что так много плохих и вредных для нас вещей имеет такую власть над нами благодаря вот этой привычке повторять их, привычка повторять хорошие вещи будет иметь гораздо большую силу. I have a question. Don't you think that you can get addicted to good habits? It's good the question. Yes, it is better. Вопрос, вы не думаете, что можно, так сказать, пристраститься к хорошим привычкам?